Анна всегда считала себя неудачницей, но когда ее дедушка ушел из жизни, оставив ей в наследство гнилой дом в своей родной деревне, она, охваченная стыдом и возмущением, оказалась перед трудным выбором. Ее сестра Елена, с которой они никогда не ладили, завладела уютной двухкомнатной квартирой в центре города. Тем более, что это наследство считалось гораздо более престижным, чем покосившаяся постройка в деревне. Когда Михаил, ее муж, прочитал завещание, не сдержавшись, презрительно усмехнулся. «Что же, у нас теперь есть более чем достаточно причин разойтись», произнес он, как будто ее судьба была не более чем случайной шуткой. Михаил, которому не хватало сопереживания, оставил Анну наедине с пустыми руками и разбитым сердцем. Внимание Анны сосредоточилось на дедушкином доме, и, собравшись с мыслями, она решает поехать в деревню, чтобы посмотреть на наследство. Проходя по дороге к дому, она не могла не ощущать, как ее охватывает тревога. На пороге этого гнилого сооружения она обомлела, увидев, в каком состоянии находился дом. Двери заросли мхом, окна были заколочены досками, а стены покрыты плесенью. У нее возникло странное ощущение, что это место заведомо не предназначалось для жизни. Не имея ни малейшего представления о том, как восстановить этот дом, Анна в конце концов не могла сдержать слез. Сердце ее сжалось, и она почувствовала, как тень унижений и предательства охватывает ее. Она вспомнила, как в детстве каждый приезд к дедушке был полон радости. Дом казался огромным, с множеством комнат и старой мебелью, где дедушка рассказывал чудесные истории о призраках и сказочных существах. Все эти воспоминания хранили тепло и уют, которых не хватало ей в последнее время. Когда Анна вновь оказалась в нотариальной конторе, она почувствовала, как воздух вокруг наполняется звуками шуршащей бумаги. Внутри было душно, и ее охватывало волнение. Елена, сидящая рядом с ней, была излучением уверенности, а сама Анна чувствовала себя смущенной. Каждый ее шаг, каждое действие казались ею непродуманными. Нотариус, словно высший судья, начал оглашение завещания. Елена с нетерпением слушала, в то время как Анна с каждой секундой все глубже погружалась в тревогу. Игра медиумов была на стороне сестры, но от этого стало только хуже. Когда прозвучало имя Елены и объявили, что она получает двухкомнатную квартиру, а недовольная Анна — дом в деревне, ей стало справедливо обидно. Столь явное расставление по важности вновь заставило ее вспомнить, как дедушка всегда считал ее особенной, но приходилось забивать свою горечь глубже и глубже в необъятные просторы. Елена быстро подписала все бумаги, словно предвкушая свою победу, и, не дождавшись конца визита, вышла на улицу. Михаил с выражением недовольства посмотрел на Анну и произнес язвительную фразу о том, что она снова неудачница, получив эту ненужную развалину. Его слова позабавили ее крушение, но она оставалась настороженной к его намерениям. «Почему ты не смогла повлиять на дедушку?» — рассердился Михаил. «Он мог бы оставить тебе что-то более стоящее. Может, нам, собственно, стоит развестись. Живи у подруг или оставайся в своем деревенском утиле. Тебе это, видимо, более подходит». Эти слова пронзили ее как нож. Михаил еще раз напомнил ей о собственных недостатках, о том, что она живет в соответствии с уровнем неудач. Этот разговор не просто разрушил их союз, но и окончательно сломал Елену, свою сестру, которая, казалось, была рядом только ради выгоды. И все это когда-то, потеряв все и всех, становится ее реальностью. Ночью, свернувшись калачиком, как ее кошка, Анна не могла уснуть. Ее жизнь в одночасье превратилась в сплошной хаос. Она вспоминала, как работала над проектами, но ее не ценили, словно она была невидимой.
Ее муж, предавая ее, уединившись с сестрой, лишь оставил в душе множество неясных вопросов. Каждая мысль о Елене начинала вызывать отвращение. Незабвенные воспоминания о доме проскальзывали в ее голове. Она думала о том, как ждала приезда к дедушке, о том, что сколько бы они ни были далеки и холодны друг к другу, семейные связи никогда не исчезнут. И в этот момент, изучая свои антипатии, она поняла, как жертвовала крепкими связями, когда ушла из семьи. Утром, когда Михаил уехал на работу, Анна вновь оказалась одна — и в этот момент приняла решение. Она уедет в дом деда в Сосновке. Тоска по родным, по дому обратили в решительность, и в этом решении она чувствовала спокойствие, такое необходимое ей в это сметенное время. С сестрой и Михаилом не хотелось даже разговаривать, а воспоминания о детской дружбе всего лишь тлели в ее мрачных бедах. На автобусе в Сосновку Анна смотрела в окно, наблюдая, как природа менялась с каждым километром. Дорога напоминала ей о счастливых мгновениях детства. Дедушка учил ее всему, что знал, открывая глаза на мир, о котором она раньше не задумывалась. Эта поездка вызывала странные последствия, радость и страх одновременно. Прибыв в деревню, Анна ощутила тишину и запустение, будто время нещадно разорило ее детские мечты. Большинство домов были пустыми, а окна заколоченными, как будто эти стены прятали множество тайн, которые так и не смогли поведать. Водитель, бросив на нее сочувствующий взгляд, помог разгрузить чемоданы и подсказал, как найти дом дедушки, который стал ее единственным прибежищем. Анна тащила тяжелые чемоданы по ухабистой дороге, чувствуя, как в ее груди колотится сердце. Когда она подошла к дедушкиному дому, то поняла, что он находится в еще более плачевном состоянии. Серый цвет, потемневшие стены, проржавевшая крыша и двор, заросший лопухами и крапивой, напомнили ей о заброшенных мечтах. Заходя в дом, Анна открыла дверь и обомлела от неожиданного уюта. Внутри все было чисто, полы были вымыты, мебель аккуратно расставлена, занавески местами были приглажены. Это было странным и неожиданным. Ей показалось, что дом сам встречал ее с открытыми дверями и теплым дыханием. Анна внимательно осмотрела находившуюся внутри обстановку. Кухня оказалась наполненной ароматами свежезаваренного чая, а все мелочи, даже посуда, выглядели, как будто кто-то заботился о них. С каждым мгновением Анна ощущала, что этот дом, несмотря на свою внешнюю разруху, всецело принимает ее. Она начала исследовать его, открывая двери, но в одной из комнат вдруг увидела старый книжный шкаф. Это было как путешествие во времени. На полках лежали книги, о которых дедушка всегда с удовольствием рассказывал. Она вспомнила, как он читал ей сказки, делая пометки на полях, чтобы не забыть о тех моментах. В одной из книг она нашла старые письма и заметки, которые перенесли ее в другое время. На одном из столиков лежала коробка с фотографиями. Каждая из них была как написанное слово, оживляя хранимые в ней истории. В детстве она обожала приезжать к дедушке, но со временем у нее уже не было интереса к поездкам, когда сестра всегда находила причины остаться вдали от природы, позволяя себе жить в тени своих собственных амбиций. Словно по инерции Анна сложила фотографии и закрыла ящик. Утро оставляло ее в обольстительном состоянии, силы были на исходе после тяжелого дня. Возвращаясь в гостиную за чемоданами, она достала пижаму и все необходимое для ночи. Ночные звуки деревни принесли ей новое спокойствие, на фоне которых матрас поддерживал ее тело, как плотное облако.
Она лежала в темноте, слушая уханье совы, шуршание листьев, и впервые за много месяцев почувствовала себя в безопасности, вдали от предательства и неверия. Вдыхая свежесть, она шептала в темноту: «Дедушка, если ты меня слышишь, спасибо за то, что оставил мне этот дом». На следующий день Анна проснулась от птичьего пения. Солнце светило в окно, и мир казался другим, не таким угнетенным, каким он был ночью. Подойдя к окну, она с интересом наблюдала за утренней тишиной и красотой деревни, наслаждаясь ее простотой. Сколько счастья и покоя было в этих моментах! Она поняла, насколько важным был именно этот дом. Во время завтрака Анна размышляла о том, кто мог заботиться о доме, и решила, что нужно проверить каждую деталь. Исследуя комнату, она заметила старую посуду в буфете, пыльные фотографии на стенах, которые хранили многие поколения. Эти штрихи напоминали о том, что жизнь не могла состоять только из страха и печали. Среди всех вещей она случайно наткнулась на белый конверт, замаскированный под подушкой дивана. На нем было написано «Моей любимой внучке Анечке». В этот момент ее сердце колотилось от волнения. Аккуратно открыв его, она начала читать, и слова дедушки заполнили ее гордостью и теплом. В письме он объяснял, почему оставил ей именно этот дом. В его строках пряталась всемирная любовь, о которой она никогда не забывала. Он также рассказал о кладе, который спрятал для нее под старой яблоней во дворе. В этот миг ее внимание полностью сосредоточилось на этой новости. Как давно ее дедушка собирал сокровища, пытался защитить, находил внутренний смысл даже в самой ужасной ситуации. Теперь это стало ее лестницей к освобождению. В ее голове закрутились планы по поиску клада. Она нашла лопату в сарае и начала копать под яблоней, о которой так много говорил дедушка. Этот процесс напоминал ей о его умении искать сокровища даже в самых обыденных моментах жизни, когда в руках оказались лишь гнилая земля и упавшие листья. Она уже не могла сдержать собственные ожидания. После нескольких часов работы Анна, замедлившись от усталости, наткнулась на металлический ящик. Когда она открыла его, ее глаза заблестели. Внутри оказались множество золотых украшений и монет. Этот момент стал ее откровением. Она не просто нашла состояние, а открыла возможность пересмотреть свою жизнь. Понимая, что теперь у нее есть выбор, Анна задумалась о том, как правильно распорядиться наследством. Она начала распределять свои силы на поиски оценщика, рассматривая все варианты, чтобы обеспечить себе и дому будущее, недалекое от ее мечты. Утро следующего дня принесло ей ясную голову и конкретные планы. Анна позвонила в компанию по оценке антиквариата, предупредив о ценности своей коллекции. Она сообщила, что это требует опытного специалиста, готового помочь ей оценить эту уникальную находку. Когда в квартиру зашел оценщик, Сергей Владимирович Козлов, он сразу отметил хорошую сохранность старинной мебели. Анна показала ему ящик с коллекцией, получив заинтересованные взгляды. Он смотрел на украшения и искал их пробы, взвешивая каждую находку, излучая интерес к ее открытию. Когда оценка завершилась, Сергей Владимирович объявил предварительную сумму, в которую входила не только уникальность коллекции, но и множество произведений различных эпох. Анна почувствовала головокружение от того, что ее находка могла оцениваться минимум в 15 миллионов рублей. Эта сумма изменила ее жизнь, наполнив надеждой и стремлением. С каждым вздохом
Анна понимала, что может теперь жить так, как всегда мечтала. Она решила, что необходимо распорядиться средствами с холодной головой. Сначала восстановить дом и помочь местным жителям. Ей казалось важным знать, что дедушка бы гордился своей внучкой. В эти дни находки, планирования и радости Анна заметила, как ее жизнь начинает меняться, а тайная подруга, деревня Сосновка, помогала ей восстанавливать всю привлекательность этого места. Но неожиданно в ее жизнь вернулся Михаил. Он позвонил, и Анна немного насторожила, когда он предложил мириться. Вопросы о Елене возвращали ее к сомнениям. Она не могла полностью избавиться от чувства, что он просто пытался манипулировать обстоятельствами. Михаил видел, как разворачиваются события в сообщении от Елены. Она видела в этом лишь поддержку своих идей. На протяжении нескольких дней обе сестры звонили Анне и предлагали свои варианты взаимодействия. Елена, используя свои связи в риэлторских агентствах, предложила продать участок, но в этот момент Анна решила не позволять никому влиять на ее решение. Когда Михаил, шокированный сообщениями о кладе, вновь попытался сделать шаг навстречу, Анна не продемонстрировала никакого желания вернуться. Она лишь спрашивала о пустых криках или непонимании их замыслов. Сестра настаивала на том, что деньги помогут быть счастливее, но все это обернулось только тайным унижением. В конце концов, Анна заказала реставрацию дома и ландшафтный дизайн участка и вновь, встретив зову своего деда, поняла, что дом мог стать ярким местом. Время шло, и через полгода дом вновь зацвел, как в лучшие времена. Вернувшись к своей новой жизни, Анна открыла книжную библиотеку и стала активно помогать соседям, занимаясь благотворительностью. Она желала оставить часть золота, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается, не забывая при этом о своей ответственности за свои поступки. Это был тот случай, когда она чувствовала себя осмысленной и нужной. Михаил и Елена, сдувшие обещания, проигрывали суды. Анна вставала в условное единство с жизнью и в уничтоженной внутренней борьбе начала понимать, что для нее этот дом не просто гнилое строение, а воплощение новой надежды и возможности, встречи с самим собой. Вскоре на горизонте ее светлого горизонта появилась улыбка. Она поняла, что жизнь не всегда идет по плану. Но иногда старые хранилища превращаются в новый простор, а мечты из детства снова становятся реальностью. И все это стало возможным благодаря этому старому дому, который, как руки дедушки, одарял ей поддержку в самые трудные времена.